Всем хорошего дня! С вами Лариса, вы на канале Бесконечно захватывающий быт. Сегодня я хочу показать, как можно сшить балетки. Домашние такие носочки открытые, легкие, удобные, мягкие. Выкройку для них я использую скачанную из интернета. Думаю, у вас тоже такая возможность есть. Основной материал будет флис. Купила специально метр такой ткани, потому что никакую другую домашнюю обувь, кроме как вот такие мягкие балетки, я не ношу. Поэтому у меня всегда есть запас такой ткани. Для украшения использую разное кружево, декоративные элементы. У меня есть такая вот коробочка, туда дочка вот особенно скидывает всякие свои бусинки от всяких наборов, и их я потом использую для того, чтобы украсить свои домашние тапочки. Моя выкройка без припуска на швы, поэтому вот сейчас я обведу ее как бы основную, а затем добавлю еще по 0,7 сантиметра с каждой стороны. Кроме внутреннюю сторону я не увеличиваю, мне достаточно этого размера. Тут вырезать все нужно ножницами, никакой роликовый нож с этой тканью, мне кажется, аккуратно не справится, поэтому все аккуратненько ножничками по периметру всему проведенному вырезаем. Вот видите, добавила 0,7 сантиметра и на следочке, и на основной детали. Подошву нужно сделать в зеркальном отражении, то есть левая и правая сторона. Ну и теперь интересный момент – это украшательство. Я предпочитаю, чтобы мои вот эти домашние балеточки были всегда чем-то украшены, каждый раз по-разному. Я вам покажу просто вариант, что можно сделать. Можно пришить вот элемент, например, такой декоративный, там цветочки, бусинки. Причем есть такое вот мнение, что если дома ходишь в красивой обуви домашней, балетки, конечно, к обуви отнести нельзя, но тем не менее на наших ножках будет что-то красивое, это как-то там благоприятно сказывается на там, благосостоянии нашем, поэтому может быть тут что-то и работает. Поэтому прям украшаем, не стесняемся. Я пришиваю каждый раз что-то по-разному. Но сегодня у меня будет вариант попроще, потому что бабочки у меня вот в данный момент на моих балетках. Я сделаю такой более простой вариант просто с цветочками и бусинками. Сшить эти тапки можно в принципе вручную, используя только иголку и нитки. Я же буду использовать и наметку предварительную, и строчку на машинке. Складываю деталь лицевой стороной друг к дружке и вот прокладываю такой шов наметочный по заднику вот этому. Теперь нужно собрать с подошвой верхнюю часть. Для этого лицевой стороной к лицевой стороной прикладываем, совмещаем центры такие условные и прокладываем шов. Я это тоже делаю предварительный такой наметочный, такими широкими стежками. Нитки беру в тон и их потом не удаляю, их не видно, они остаются, как бы лишнюю операцию не делаю. Просто по периметру прокладываю иголкой с такой стежочек. Если же мы шьем на машинке сразу, то нужно использовать иглу вот с таким синим наконечником. Это специальная иголка, где-то она называется для джерси, где-то для трикотажа. Ну вот она с таким синим наконечником. Дальше вывернуть наш тапочек. Можно примерить, посмотреть. Если он, допустим, оказался велик, можно проложить шов еще более ближе там к краю, вернее к центру, и тем самым увеличить или уменьшить размер. То есть запас тут есть. Если все устроило, уже на машинке, начиная вот с задника и потом по периметру, прокладываю строчку с использованием этой иголочки. После того, как все прошито, уже выворачиваем на лицевую сторону. И тут нужна резинка. Наш тапочек, наша балетка должна плотно сидеть на ножке, поэтому у меня вот такая резинка с декоративным краем. Я ее просто к краю пришиваю. Пришиваем как обычную резинку, чуть-чуть натягивая, чтобы она у нас
такая в натяжку была. Ну и вот такие получились балетки, очень мягкие. Соединительные все вот эти элементы у меня сзади на пятке. Очень комфортные, легкие, мягкие, такие домашние балетки-носочки. Вот такое видео у меня сегодня для вас было. Надеюсь, вашим ножкам будет легко и приятно в таких тапочках, балетках бегать и порхать по дому. Я желаю вам всем самого хорошего настроения. До следующего видео. Спасибо.